Итак, друзья, всех рад приветствовать на канале Ежмота Ставбока. Спасибо, что смотрите меня, подписывайтесь на мой канал. Меня это мотивирует. Смотрите, дальше по юнкеру. Снял я маятник. Маятник, в принципе, цел, не согнут. Есть повреждения. А вот тут резьба испорчена и гайка. Обе гайки. Видно, да, болтается. Ну и вторая такая же, она забита резьбой. Надо срезать ее, если не хотим попортить хвостовик вот этот с резьбой, потому что можно сделать небольшую втулочку и затягивать двумя гайками с этой стороны. Цепь была на все вытянута. Ее тянули. Так. Вот здесь видно, согнут. Вот здесь видно, согнут держак вот этот. Но не хочется его менять, он хромированный такой, красивый, можно, конечно, обычный заменить. Но я спилю гайку, прогоню резьбу по-новому, сделаю сюда втулочку такую. Вот, и посмотрим, как все это будет работать. В крайнем случае можно нарезать здесь на 8, ну, сделать на 7, например, либо на 6. Вот. А сейчас хотел посмотреть состояние подшипников, достать. Так. Ага. Так, вот. Уплотнительная резиночка здесь сохранилась, но она уже практически вровень стала. Смазка, конечно же, задубела за это время. Да нет, что-то еще работает. Так, ну и подшипник сухой. Вот поэтому я и хотел разобрать. Подшипники я не буду отсюда доставать, промою так на месте сразу. Забью новой смазкой. Попробую подобрать вот эту резинку. Сейчас дальше буду этим заниматься. Помыть маятник, зачистить к покраске, подготовку сделать, ну и покрасить. Так, еще один момент. Подшипник тут не двигается. Вот я его пальцем не могу его стронуть. То есть он заклинил. Не знаю, сейчас либо выбивать его буду, либо пытаться. Ну, сейчас увидим, что там с ним. Так, с этой стороны то же самое. Много грязи. И подшипник не двигается. Так что не зря я сюда залез. Надо как-то что-то делать с этим. И еще, посмотрите, сколько смазки было заложено заводом. То есть просто мазюкнули и вставили вот эту вот шайбу сальниковую сюда вот, не смазав подшипник, ничего. Естественно, все это прихватило. Ход у маятника довольно небольшой, поэтому получается, что ось у нас просто проворачивалась тут. Сейчас принесу ось и посмотрим ее состояние. Так, ну ось здесь без повреждений, все нормально. Самый точный прибор, пальцометр и нахтометр не чувствует какой-то выработки тут. Но все четко. Надо только разобраться с подшипниками. Так, залил ВДшкой. Сейчас немножко отмокнет. Я тут пока другими делами займусь. Есть чем. Хватает. Говорил или нет, не помню. Вот здесь вот подшипники стоят очень хитрые. Я в предыдущем ролике там немножко затрагивал эту тему. Вот фотография. Вот, это такие вот подшипники интересные. Стоят они довольно немало. Ну, там какие-то есть вообще смешанные цены, там по 50 рублей, а есть там больше 1000. Но, не знаю, сейчас будем разбираться с этими заводскими. Тут износа как такового не должно быть, если, конечно же, на мотоцикле падали. Могла повредиться обойма, но все равно они должны проворачиваться. Здесь что-то другое. Сейчас буду смотреть дальше. Так, вот я взял ось. Вот я вставляю, да, и у нас есть довольно ощутимый люфт в подшипнике. Казалось бы, во втулках на старых моделях гораздо лучше все это дело, но
когда я его вставляю ось через два подшипника насквозь. Сейчас, минуту. Вот. С той стороны показалось уже. Вот видите, да? От руки, но с таким, с хорошим натягом. Здесь уже болтанки нет, получается. То есть, так как подшипники самоцентрирующиеся, вот эта ось, получается, ну, они не соосны. И вот, вставив вот этот вал, у нас получается, он довольно плотно сидит. Но все равно мне бы хотелось поплотнее. Я, наверное, немножко зацинкую потом. Здесь. Ага, вот, начали ходить, смотрите. Вон они. Вот, а сейчас опять закусила, не ходит. То есть чуть-чуть, по чуть-чуть начинает уже вращаться. Это хорошо, но сейчас будем разрабатывать. Пока нет. Сейчас погрею их, попробую. Забью еще смазки туда какой-нибудь.